Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами Радакин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Климатический удар по Британии. Лондон готовится к новой климатической реальности. Хочется спросить, а в чем проблема? Включил кондиционер, и в помещении стало комфортно. Благо Англия и ЕС активно зеленеет и обладает избытком ВИА. Какие же риски в энергобалансе могут создаваться жарой? Борис Леонидович, вам слово. Ну, давайте по порядку, без журналистского такого налета. Торопиться нам некуда, наблюдать надо из-за стекла. Мы, слава богу, за стеклом. Посмотрим, как развиваются эти милые животные. Что из себя представляет объединенная энергосистема Британии, собственно говоря? Общая установленная мощность 200... Нет, это выработка 290 миллиардов киловатт-часов. Установленная мощность порядка 108 гигаватт. Ну и давайте посмотрим так навскидку по установленной мощности и по выработке. Газ, установленная мощность 32 гигаватта, доля выработки 31,5. Ветроэлектростанции, установленная мощность 33 гигаватта, доля выработки 30%, весьма и весьма высокая. Из этих 33 приблизительно половина ветроэлектростанций на берегу, половина в море. Именно поэтому такой высокий коэффициент использования установленной мощности ветроэлектростанции до 50% КИУМ. Это серьезно. Солнечных электростанций в гигаваттах установленная мощность 21 гигаватт, доля выработки 7%. Биомасса. То есть это все то модное, красивое, что мы очень любим. Древесная щепа, я так понимаю, какие-то сельскохозяйственные отходы и так далее, и так далее. Установленная мощность 8 гигаватт, и производство электроэнергии чуть больше, чем у солнечных, 7,6. При этом установленная мощность у электростанции на биомассе 8 гигаватт, у солнечных 21, что занимательно. Гидроэлектростанция 4,8 гигаватта установленная мощность, 2,5% доли в генерации. Атомная электростанция, то, что еще осталось, установленная мощность 5,9 гигаватт, доля выработки в балансе 12,4%. То есть вполне традиционно. Ну и, конечно, отдельно надо остановиться на угле. Установленная мощность угольных электростанций 0 гигаватт, выработка тераватт-часов 0 тераватт-часов, доля 0 часов. Вот, собственно говоря, вся картинка. Хватает ли этого могучей Британии? Ну, не хватает. Просто не хватает, и никто этого не скрывает. Мало того, что для того, чтобы хватало, сделаны действительно очень большие усилия. Интерконнекторы, которые идут через моря и океаны, действительно имеют место быть. Из Франции 3 кабеля, причем один из них идет через Евротоннель, общая мощность 4 гигаватта. Из Голландии еще 1 гигаватт. Из Бельгии еще 1 гигаватт. Из Норвегии один из самых протяженных интерконнекторов морских, 1,4 гигаватта. Дания 1,4 гигаватта. Из Ирландии 500 мегаватт, из Северной Ирландии 500 мегаватт. Вот только при наличии интерконнекторов баланс сходится, без импорта не получается. Причины, ну, на мой взгляд, достаточно очевидны. Если говорить про атомные электростанции, то в связи с остановкой старых реакторов мощность установленная снизилась в 3 раза. От угля Англия догадалась отказаться целиком и полностью. И с учетом того, что вклад ветра – это треть генерации, действительно, у моря погода. У моря погода сейчас не очень. Жара за 30, вполне традиционно, как европейские метеорологи говорили и показывали всем желающим многолетние показатели при температуре, превышающей среднемноголетнюю на 5 градусов, наступает штиль. Он, собственно говоря, и наступил. И если смотреть на свежие данные, то вместо традиционных 30% выработки 6-7% выработки. Со всеми отсюда вытекающими. Что еще вытекает из этой жары? Далеко не все в порядке у солнечных панелей первого поколения. При температуре, превышающей 25% на каждые 5 градусов, до 10% потери КПД.
Я не настолько глубокий знаток энергетики Великобритании, сколько у них там старых солнечных панелей, сколько новых, но подозреваю, что потери тоже есть. Слишком много тепла. Не очень качественно идет переработка солнечной энергии в электрическую. Что еще происходит при таких ситуациях? Когда мы видим номинал установленной мощности газовых электростанций, мы очень редко видим уточнение, которое было сделано давным-давно, применяется во всем мире. Мощность рассчитывается при температуре воздуха 15 градусов. Дальнейшее повышение температуры приводит к снижению кислорода в атмосфере. Снижение кислорода приводит к снижению температуры в топке со всеми отсюда вытекающими в виде снижения КПД. Вот. То есть на день сегодняшний вот все это и сконцентрировано. Получается, что в 5 раз упала выработка ветра электростанций по причине отсутствия ветра. Очевидно, что есть какие-то проблемы, не озвученные, по крайней мере, в отчетах оператора объединенной энергосистемы, нигде ничего не видно и не слышно по солнечным электростанциям. Ну и совсем недавно мы уже обсуждали с вами проблему о том, что во Франции вынуждены останавливать реакторы атомных электростанций в связи с той же самой жарой. Государственная компания EDF, которая во Франции владеет, управляет атомными электростанциями, естественно, в первую очередь будет обеспечивать французских потребителей. Значит, те самые 4 гигаватта, которые через Ла-Манш приходили в Туманный Альбион, сейчас совсем в тумане. То ли есть, то ли нет. Данные пока не поступают. Я думаю, что на неделе можно отследить. Правда, после выхода Британии из ЕС не так просто найти статистику, но я думаю, что будет видно, что снижение идет достаточно значительно. Для тех, кто не смотрел ролик, посвященный атомным электростанциям Франции, напоминаю, что атомные блоки с прямым охлаждением на реках, то есть берем холодную воду выше по течению, она проходит через теплообменники, ниже по течению сливаем, из 56 блоков таких 20. В том случае, если жара не отступит во Франции, возможности помощи британским коллегам можно будет только мечтать. Вот приблизительно такая ситуация. При этом понятно, что 30-градусная жара для Англии – это много. Понятно, что у людей есть желание включать кондиционеры дома. Но дома это ладно, можно и потерпеть. Они же англичане, они же терпеливые. Можно на пляж полежать в это время. А вот работать в цехах, в офисах, в магазинах и так далее при температуре 35 градусов не очень получается. Вот вся картинка, собственно говоря. То, о чем неоднократно предупреждал наш системный оператор, наше центральное диспетчерское управление, математические модели показывают, что при заражении объединенной энергосистемы более чем на 15% зеленой радостью, да, хотел другое слово сказать, радостью, возникают очень серьезные нагрузки на всю сеть. Вы не можете предсказать, будет работать ваша ветроэлектростанция, солнечная электростанция тогда, когда вам это нужно. Необходимо оснащать всю объединенную энергосистему системой накопления энергии. Это дорого, это считать надо, где их ставить. Если говорить о накопителях, которые балансируют не только саму солнечную или ветровую электростанцию, а всю объединенную энергосистему, а сейчас такие модели уже появились. Siemens очень неплохие делает. Китайцы в этот раз удивили тем, что не только подхватили, но и предлагают уже более совершенные модели. То есть они не просто обратно среинженерили, так сейчас, кажется, выражаются, правильно, Максим? Напрашивается другое слово. Ну, вот обратно среинженерили. Ну и пошли вперед. Сейчас уже есть система накопления энергии, которая формирует переменный ток, выдают в сеть именно 50 Гц свои, не какие-то, не постоянные ток, и не что-то там еще, вот, сама формирует вот такое. И появились системы, которые имитируют и весьма-весьма удачно реактивное напряжение, реактивную мощность, простите, поддерживать тем самым напряжение. Но это дорого. Это дорого, и понятно, что спрос будет большой, и рынок лития показывает, что опять пошла тенденция к росту. На этот раз не из-за
огромного количества электромобилей из-за того, что вот такие запросы на систему накопления энергии, а это прежде всего литий-ионные батареи, растет с каждым годом, научно горьким опытом. Конечно, Испания не рассказывает, что же произошло, в связи с чем был блэкаут, но умные люди прекрасно понимают, не хватает стабилизации. Поэтому надо вкладываться. Вкладываться будут все Европы. Ну, Британии можем пожелать успехов и будем продолжать наблюдать, как резвятся англичане в жаркую погоду и как они будут себя чувствовать зимой. Никакого злорадства, просто этот опыт необходимо изучать с тем, чтобы не повторять чужие ошибки. Мне бы очень хотелось, чтобы Россия состояла из умных людей, которые учатся на чужих ошибках. На мой взгляд, темпы развития возобновляемой энергетики в России сейчас прекрасны. Я считаю, что темп выбран очень хороший. Уже дошли до 1% в общем объеме выработки. Я думаю, что если в том же темпе, то вот ну, по 1% за 7-8 лет, да, вполне достойный результат. В противном случае система накопления энергии – это дорого. Это не очень понятно, где и как покупать, потому что китайские производители заказами завалены уже на несколько лет вперед. Ну, а британцам, ну что, кто хочет, может посочувствовать. Я не очень. Но для меня интересно. Были времена, когда ученые ставили первые опыты на мышках, на самих себе. Правительство Британии считает, что надо ставить опыты на британцах. Это смелый шаг вперед. Могу только приветствовать. Благо, я нахожусь достаточно далеко. Будем внимательно следить. Борис Андреевич, а как так получается, что Евросоюз и Англия достаточно плохо переносят переизбыток ВИА, а вот такой рекордсмен по доле ВИА в своем энергобалансе, как Китай, каждый год показывает новый рекорд, и у него все в порядке с энергосистемой? Как так? Пятилетние планы, заданные партией и правительством, успешно реализуются. Здесь понимают, что такое долгосрочное планирование, здесь понимают, что такое сбалансированное развитие единой энергосистемы, когда говорят о большом объеме солнечных ветровых электростанций, почему-то скромно умалчивают, что в Китае больше всего на планете строятся гидроаккумулирующих электростанций. Это самый надежный балансировщик зеленой радости. Просто в силу того, что может реагировать практически мгновенно на недостаток солнечной генерации или ветровой генерации. Это один момент. Второй момент. Почему-то забывают сказать, что только по итогам прошлого года было введено 60 гигаватт новых угольных электростанций. Это база для объединенной энергосистемы Китая. Это, конечно, электростанция совершенно другого поколения, с совершенно другой нагрузкой на окружающую среду, с другим КПД, с другим расходом топлива и так далее. Но они продолжают их строить. Причина понятная. Уголь держит базу, есть газовая генерация. Это один из парадоксов Китая. В прошлом году общий объем потребления природного газа составил 425 миллиардов кубометров. Это и добытый китайскими компаниями, и импортированный. При этом из этого объема на генерацию электроэнергии ушло порядка 13%, 13,5%. Доля газовой генерации в выработке не превышает 3%. Очень ярко выражено, что это балансирующие мощности именно на период пикового спроса, то есть на тот момент, когда в Китае, вот как сейчас наступает летнее время с высокими тепловыми нагрузками, газовые электростанции работают на полную мощность. Сосредоточены они в основном вокруг мегаполисов, и это вот тот самый ответ на вопрос, почему с кондиционерами в Китае проблем нет. Когда становится жарко, газовые электростанции выходят на полную мощность. Газ для Китая – это прежде всего сырье для химической продукции. Электроэнергия из газа слишком дорого, слишком неразумно, считает Китай, который, на всякий случай напоминаю, добывает 53% объема всей угольной добычи планеты и 55% угольной генерации – это тоже Китай. Китай этого не стесняется, Китай от этого не отказывается, несмотря на огромные планы по строительству атомных электростанций. Все идет достаточно сбалансированно. Борис Андреевич, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы дальше также бодро могли вещать на всех площадках без монетизации исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч.
Если темы показались интересными, я с удовольствием, откликнусь и продолжу. Объединенные энергосистемы как Англии, так и Китая заслуживают внимания для того, чтобы изучить их опыт и использовать у нас дома. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.